Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами свяжем шапочку-шлем. Шапочка-шлем идет на возраст с рождения до 3 месяцев. Но так как шапочка связана платочной вязкой, а эта вязка достаточно эластичная, если ребенок у вас не очень крупный, то она может вам прослужить где-то до 4-5 месяцев. Шапочка связана у меня без швов. Я специально не стала убирать ниточки, которые у меня остались при работе. Это вот ниточки остались при наборном крае. И еще один кончик, который остался, когда я закрывала все петельки. По краю шапочки у меня связана резинка. Ширина окошечка достаточно широкая, поэтому она и служит вашему ребенку достаточно продолжительное время. И ширину окошечка можно отрегулировать с помощью шнурочка. В моем случае шнурочек у меня связан полым шнуром. Краешки я украсила деревянными бусинками. Вы можете украсить по любому вашему желанию. И у меня сделано для украшения помпончики. Вы можете по своему желанию, или считаете, что это не очень удобно, можете их не делать. Можете в конце работы украсить шапочку какими-либо ушками, там зайчика, мишки. Также я в конце работы уже на другой шапочке покажу, как можно сделать небольшие ушки на самом полотне шапочки. По шее идет резиночка. Резинка, я резинкой связала для того, чтобы она более не плотно, а более облегала шею малыша, потому что плотно это здесь достаточно широко, чтобы вы свободно могли одеть через голову ребенка и никаких проблем у вас не возникло. И манишка. Ширину, так, может быть, ширину или там длину манишки, как правильно сказать, нет, там длину, потому что ширина в эту сторону, длину манишки вы можете выбрать, определиться уже по своему желанию. Можете связать, то есть такую, можно связать подлиннее, можете также померить на своего ребенка и уже сразу же увидите, какую вам надо длину манишки. Поэтому это уже также выбор за вами. Помпончики я специально сделала на завязочках, чтобы их можно было отвязать. Также помпончики можно прикрепить какие-либо другие, меховые. Очень красиво смотрятся помпончики из кролика. Они тоже так забавненько смотрятся. Ну, то есть это все по вашему желанию. По поводу пряжи. Я буду вязать из пряжи австралийский меринос фирмы Пехорка. Состав этой пряжи 95% мериносовая шерсть, 5% леакрил, 400 метров в 100 граммах. Почему именно вот такой метраж я выбрала? Если вы будете вязать не из этой пряжи, а подберете другую какую-то пряжу, поскольку у производителей большой выбор такого метража. Почему именно так? Из-за того, чтобы шапочка более удобно была на личике малыша, я резинку буду вязать в 2 нити. И затем ее буду подгибать. А саму шапочку буду вязать в 3 нити. Поэтому мне и потребовалось 2 пары спиц. Это спицы 4,5, которыми я буду вязать основную вот шапочку, основное полотно, и спицы 4. Ими я буду вязать нашу резинку. Приступаем к нашей работе. Я набрала на спицы 4, 61 петлю. Набрала я их бросовой ниточкой.
эти петельки. Почему 61 петлю? 60 петелек у нас идет ширина нашего окошечка. И 1 петля для того, чтобы мы замкнули свою работу в круг. И теперь я уже начинаю работу основными ниточками. Еще раз повторюсь, мы вяжем в 2 ниточки. Первую я провязываю изнаночную. И уже здесь вяжу 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так я довяжу до конца ряда. Я довязала до конца ряда. Последнюю петельку я оставила не провязанной. Я ее пока перенесу на правую спицу. Проверяю, чтобы наборный край не перевернулся. Аккуратненько спица. И теперь последнюю петельку я переношу на левую спицу и провязываю 2 петли вместе изнаночной. Так у меня работа замкнулась в круг. И теперь я буду вязать уже по кругу резинкой 2 на 2. Я связала резинку. Вот такая, пока она у меня широкая. Сейчас я померяю, сколько она у меня получилась. 6,5 сантиметров. Ну да, где-то сантиметров 6. Но так как я ее буду согибать в 2 раза, мне это вполне достаточно. Вы уже определяетесь по своим размерам. У меня получилось 20 рядов. И теперь мы будем с вами соединять. Можно сразу же распустить этот крайний ряд, перенести также на дополнительную спицу и уже вязать с 2 спиц. Но вот мне удобнее, когда я буду сразу же и распускать, и вязать. Для этого вот у нас с вами первая петелька. Я ее одеваю на спицу и провязываю вместе лицевой петлей. Теперь следующую петлю. Их хорошо видно. Вот следующую петлю также. И провязываю 2 вместе лицевой петлей. Я продолжаю вязать спицами 4 и ниточками в 2 сложения. И так продолжаю. У нас с вами следующая петля. И провязываем вместе лицевой. Можно сразу же вот эту ниточку отплести. Можно ее отплести в конце работы. Вот я хочу показать, что она отплетается очень даже легко. Вот видите, у нас такое соединение получается. Итак, я соединю нашу обвязочку по всему кругу. Я соединила ободочек. Теперь я буду переносить петельки на иголочку. Ну, вот на запасную ниточку, можно на любую булавочку. Мы переносим 12 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я перенесла, чтобы петельки
И сейчас я уже буду вязать прямым полотном. Буду вязать платочной вязкой, то есть полностью лицевыми петельками. У нас с вами я работу поворачиваю. Чтобы не забыть, меняю спицы на больший размер. Если у вас не съемные спицы, вы просто берете спицы другого размера. И добавляю еще одну ниточку. Теперь у нас с вами работа будет в 3 ниточки. Вот в 3 ниточки я буду вязать. Первую кромочную я снимаю и вяжу лицевыми петельками. Я дойду до конца петелек. Последнюю я провяжу изнаночной. Это у меня будет 2 кромочные. Кромочную мы в начале ряда снимаем, в конце провязываем изнаночной. И продолжаем вязать полностью лицевыми петельками. Я связала нужную мне глубину шапочки. У меня получается это 11 сантиметров. Мы считаем до резинки, где у нас вот от и до, общие, до конца резинки 11 сантиметров. И сейчас мы с вами будем формировать заднюю часть. Заднюю часть мы будем формировать, как вяжется пятка, по принципу вязания пятки. Поэтому я разделила на 3 части. У меня получается по 48 петелек. Маркерами я отметила. И теперь я буду вязать. Я провязываю наши петельки. Я дошла до маркера, его перекидываю и вяжу дальше, уже до следующего. У меня до маркера остается 1 петелька. Я маркер пока убираю. И последнюю петлю перед маркером и которая петелька идет после маркера, мы провязываем их вместе лицевой. Маркер я отмечаю. Работу я повернула. Теперь первую петельку я снимаю, не провязанной, и продолжаю вязать. У нас с вами на центральной части должно быть 16 петелек. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Как и у нас с вами было, я не дохожу 1 петельку до маркера. И после маркера теперь по изнаночной стороне мы эти 2 петли будем провязывать вместе изнаночной. Также работу поворачиваем, маркером отмечаем и первую петельку снимаем. Теперь мы вяжем только петли центральной части и продолжаем вязать. Первую петельку сняли, провязываем опять до маркера.
Также одна у нас петля до маркера. Я маркер убираю. И после маркера мы провязываем 2 вместе лицевой. Работу поворачиваем. И таким образом мы с вами будем вязать только центральную часть, петельки центральной части, провязывая по лицевому ряду последнюю петлю до маркера и после маркера 2 вместе лицевой. По изнаночной стороне мы будем их провязывать 2 петли вместе изнаночной. Чтобы вам легче было ориентироваться, если вы боитесь ошибиться, где какая сторона, можно, вот как я маркером отметила, вот повесил маркер, то есть я знаю, что сторона, отмеченная маркером, это у меня лицевая сторона. Так мы будем с вами вязать до тех пор, пока петельки вот здесь у нас все мы не провяжем по боковым частям. То есть у нас с вами будет петли боковых частей уменьшаться постепенно, петли центральной части должны быть неизменными. Но в то же время, чтобы у нас с вами было заужение к шее, вот как здесь, нам с вами надо будет постепенно убавить и центральную часть. То есть, если мы будем вязать просто прямо, она будет вот так у нас. А это чтобы постепенно к шее шло заужение, поскольку шапочка у нас должна немного быть зауженной к шее, мы с вами будем и убавлять по центральной части. И я посмотрела, то есть у нас центральная часть, вот я хочу посмотреть, она должна быть шириной где-то 5-6 сантиметров. В моем случае это 8 петелек. Сейчас у меня центральная часть 16 петелек, значит мне надо убрать 8 петелек. Мы будем убирать по 2 петли с двух сторон, поэтому мне надо будет убавить эти петельки за 4 раза. И вот чтобы не запутаться, когда мне эти петельки, я вот так маркерами отмечаю, вот 1, 2, 3. Я отмечу маркерами вот 3 петельки. 1, 2, 3. Я вот отмечу, и значит еще 4 маркера у меня будет. Поэтому я сейчас провяжу еще один ряд. И уже, когда я дойду до маркера, я покажу, как надо убавлять петли по центральной части. Я довязала до того места, где у меня отмечен маркер. То есть мне надо сейчас убавлять помимо боковой части еще и петли центральной части. Поэтому я первую петельку снимаю, как вот сейчас покажу. То есть у нас с вами была по изнаночной стороне, я провязала 2 петли вместе изнаночной, работу поворачиваю, первую петельку снимаю и 2 следующих я провязываю вместе лицевой. Чтобы петли были не перекрещенными, я с этой стороны их переворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой. И продолжаю вязать до конца нашей центральной части. У меня сейчас остается от центральной части 3 петли. Я вторую и третью петельку от конца провязываю 2 петли вместе лицевой. Маркер убираю и уже убавляю петли боковой части. Вот у нас с вами убавились петельки. Теперь вот мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас с вами центральная часть стала уже 14 петелек. Убавилась на 2 петли. И уже, как обычно, я работу поворачиваю и вяжу петли центральной части. Так я буду вязать до тех пор, пока у меня
Вот я не остановлюсь на следующем маркере. Когда будет у меня этот маркер, я, значит, опять убавлю центральную часть. И так провяжу все петельки. Я связала всю заднюю часть. У меня сейчас осталось на спицах 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первую петельку я снимаю и провязываю, который здесь у меня 7 петелек. И теперь нам с вами надо набрать уже петли для того, чтобы вязать резинку вокруг шеи. Как мы это будем делать? Я беру дополнительную спицу и по краю вот этой части из цепочки, которая у нас образована кромочными петельками, я просто поднимаю вот эти петельки. Я подняла. И теперь буду вязать лицевой скрещенной, для того, чтобы у нас с вами в наборном крае не было дырочек. Вот она так, петелька. Мы провязываем ее за заднюю дольку, и поэтому получается лицевая скрещенная петля. И так мы с вами вяжем. Последнюю петельку я не провязываю, я просто ее пока оставляю на спице не провязанной. И теперь уже наши 12 петелек, которые мы оставляли после того, как связали резинку, я также переношу на спицу. У нас с вами вот эта часть была связана спицами четверочкой, а сейчас мы с вами вяжем спицами 4,5, и поэтому мы уберем равномерно 4 петли. Каким образом? Вот эту петельку, которую мы последнюю не провязали, мы с первой петлей провязываем вместе. Затем вяжем 1, 2 и также провязываем 3-ю и 4-ю вместе. 1, 2, 3-ю и 4-ю вместе. И опять 1, 2. Последнюю петельку я также переношу пока не провязанной и набираю по краю уже вот этой цепочки петельки. И уже вот эту петлю также провязываю 2 вместе. И здесь теперь у нас петельки набраны все полностью. И сейчас я уже перехожу. Единственное, вот здесь перевернула я спицу. Сейчас я
ее потом верну. И сейчас я уже перейду на вязание резинки 1 на 1. У меня вот здесь получилось, когда я набрала все петельки, 40 петелек. Поэтому я вот 40 петелек, я их буду вязать дальше, просто чередаю одну лицевую, одну изнаночную. Я связала резинку, связала ее шириной 3 сантиметра. У меня это получилось 8 рядов. И сейчас осталось только связать манишку. Манишку я буду вязать, прибавляя вдоль регланных линий. Расчеты сделаю так же, как при вязании реглана. У меня сейчас 40 петелек. Вычесть 4 регланных линии, 4 регланных петельки, это получается 36. 36 делим на 3 части, это по 12 петелек. Поэтому по 12 петелек я отметила наперед и на спинку и наперед, и по 6 петелек на боковые части. Я отметила маркерами регланные линии. И теперь уже буду вязать платочной вязкой по кругу. Так, здесь у меня, да. Вот у меня первые регланные линии. Я ее провязываю лицевой. Делаю прибавление. И 12 петелек провязываю. Я довязала до следующей регланной петельки, делаю прибавление до регланной петли, лицевая петля и после. И продолжаю вязать дальше. Сейчас у меня боковая часть, или то, что у нас по плечикам. Здесь всего 6 петелек. И опять дошла до регланной линии. Провязываю лицевую петлю, делаю прибавление до регланной линии, 1 лицевая и после регланной линии. И вяжу дальше. И так продолжаю вязать. У меня осталось вот здесь еще. Дошла до отмеченной петли, прибавление до этой петли, лицевая петля и после. И последнее прибавление уже вот у нас здесь. Я делаю прибавление. И регланные петли я буду вязать все лицевые, а манишку это сама, она мне будет платочной вязкой. Поэтому здесь у меня будет чередование лицевых и изнаночных рядов. Здесь я уже лицевой ряд провязала, поэтому сейчас у меня будут изнаночные петельки. Так, здесь у меня будут изнаночные петельки. И за счет этого у нас с вами получится платочная вязка. То есть хочу еще раз уточнить, если когда мы вяжем прямыми и обратными рядами, у нас платочная вязка получается, когда мы вяжем полностью лицевыми петельками и по лицу, и по изнанке. Но когда мы вяжем по кругу, чтобы получилась платочная вязка, нам надо чередовать один лицевой, один изнаночный ряд. Но вот здесь и легко ориентироваться, чтобы не запутаться, когда надо делать прибавление. Вот если мы сделали прибавление в лицевом ряду, значит следующий ряд у нас идет изнаночный, мы в нем прибавление не будем делать.
Следующий будет лицевой ряд. Мы опять будем делать прибавление вдоль наших регланных линий. И так будем чередовать. У нас с вами прибавления идут через один ряд. В каждом ряду у нас, чтобы не ошибиться, идет 8 прибавлений, 8 петелек. И за счет этого у нас и расширяется манишка. Вот она у нас с вами расширяется. Итак, мы продолжаем вязать манишку на нужную нам с вами длину. Я связала всю манишку. У меня получилась она длиной где-то, да, 5 сантиметров. 5 сантиметров или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 рядов. И теперь я закрываю петельки. Петли я буду закрывать с помощью крючка. Вы можете закрывать спицами, провязывать 2 петли вместе. Я буду крючком. Также провязывать 2 петли вместе. И так я закрою все петельки. Я постирала шапочку. Вдоль окошечка, вот для личика, я вставила шнурок. Вот кто обратил внимание, я шапку вывернула наизнанку. Но так как у нас связано все без швов, большой разницы нет. Мне почему-то этот вариант нравится больше. Это вот так у нас со спины. И вот если выворачивать, шапочка выглядит маленечко по-другому. Ну, вот за счет вот этих лицевых петелек. Здесь вот так у нас по задней части вот так. Поэтому вы определяете сами, как вам лучше нравится. Шнур у меня связан полым шнуром. Меня часто спрашивают, как его вязать. Почему-то я отдельный мастер-класс не делала, поскольку огромное количество видео. Но хочу вкратце показать, как вяжу я. Набираю на спицы количество петелек для определенного шнура. Но вот здесь у меня, например, связано на 4 петельках. Спицы нам нужны коротенькие. Сейчас вы увидите почему. И все ряды мы с вами вяжем лицевыми петельками. И вяжем все 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. Сейчас мы нашу работу сдвигаем к началу спицы и вяжем следующий ряд. Раз, 2, 3, 4. Работу сдвигаем и продолжаем вязать. 1, 2, 3, 4. И вот я сейчас последний ряд провяжу. 1, 2, 3, 4. И так мы будем вязать на нужную нам с вами длину нашего шнурочка. Вот оно у нас получается. Почему он полый шнур? Внутри получается как бы отверстие. Вот легко там проходит. Вот такой шнурочек. Это по поводу шнурка. Теперь как украсить шапочку. Очень удобно, конечно, ее оставить так, если вы планируете, что будете ее одевать под капюшон. Но в то же время можно сделать небольшие помпончики. Вот я сделала 2 помпончика. Их легко прикрепить. Я всегда делаю на длинных завязочках, чтобы можно было их приделать. Прикрепляю я, например, с помощью крючка. Одну вот, и вот вторую веревочку. И уже с изнанки завязываю. Можно на бантик. Это я просто для этого показать. Вот, то есть такой у нас с вами помпончик получился.
И хочу показать, как я обещала вам, если можно сделать и небольшими ушками. Я уберу помпончик. Небольшими ушками. У меня тоже есть шапочка-чепчик, она с ушками, и мы их просто пришиваем. Складываем шапочку. И вот видите, вот с этой стороны и с другой. Если мы просто, и вот с помощью иголочки, вы можете, когда ниточкой, вот так, если прошьете, и вот у вас такое будет с одной и с другой стороны небольшое ушко. Оно будет мягкое, но в то же время вид такой будет, и не то что игривый, ну будет шапочка вот с такой небольшой изюминкой. Поэтому выбор за вами. Ну, на этом и все. Надеюсь, все было понятно. Так что вяжите, утепляйте своих малышей. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.